Я приветствую всех участников 80-й сессии Генассамблеи ООН, которые собрались в этом зале. Я вижу, здесь присутствует генеральный секретарь Антонио Шотилепиш. Антонио Гутерриш, простите, оговорился. Также я вижу, что все страны в этом зале представлены головами своих делегаций. И только делегация из России, как оказалось, представлена какими-то членами. На мой взгляд, это самое верное определение для участников российской деградации, и я сейчас не оговорился. Прежде всего хочу сказать, что скукоблат долбаний цей степлер. Суфлер долбаний, я то куяру, то нема, не йде воно. Извините, у меня только что перестал работать суфлер. Знаете, меня это не удивляет. Когда я хотел подняться сюда, у меня перестал работать эскалатор. Я думаю, что этот суфлер и тот эскалатор работают в паре, несмотря на то, что они не работают. По всей видимости, кто-то очень не хочет, чтобы я сегодня здесь выступил. Я не буду называть имя этого маленького ботоксного плешивого чмошника. Пусть для всех это останется своего рода интригой. Я уверен, если бы я был генеральным секретарем ООН, этот суфлер никогда бы не сломался. Скажу больше, кто бы ни занимался этим телесуфлером, у этого парня большие проблемы. Я прямо сейчас готов дать ему 50 дней, чтобы он сел за стол пересуфлеров и починил его. А если по истечению моего ультиматума ничего не изменится, я приму более жесткие меры и возьму еще 2 недели на то, чтобы подумать, что мне делать дальше. Возможно, через какое-то время мы встретимся с этим парнем где-нибудь на Аляске. Я встречу его на красной дорожке. Он подойдет ко мне и, наконец, объяснит, что не так с этим чертовым суфлером. Скорее всего, мы с ним придем к общему соглашению, что в поломке телесуфлера виноват Байден, и в течение 24 часов заключим большую сделку, согласно которой теперь Байден будет ремонтировать этот суфлер за свой счет. Вот так просто, как видите, я прямо сейчас разрешил этот конфликт. Уже 8-й по счету. До этого я уже завершил 7 конфликтов между Азербайджаном и Албанией, между Камбоджей и Арменией. До сих пор не могу понять, как эти страны могли воевать, ведь они так далеко друг от друга находятся. Кроме этого, я завершил многолетний конфликт острова Пасхи и острова Перца. Перец был очень острый. Возможно, я что-то сейчас перепутал, но факт в том, что конфликта между ними благодаря мне теперь нет. Потом я завершил извечное противостояние шампуней и кондиционеров. Одни говорили, мы делаем ваши волосы чистыми, другие утверждали, что делают их шелковистыми. В тот момент я просто вытер голову полотенцем и помирил их. И как видите, мои волосы сейчас и чистые, и шелковистые. Также я завершил конфликт за спорные территории между пингвинами и тюленями. Я выслушал каждую из сторон, ничего не понял и понял, что нужно меньше слушать и больше делать, а не как обычно меньше делать и потом за это больше слушать. Единственный конфликт, который я пока не смог завершить, это конфликт между созвездиями Ориона и Альфа Центавра. Я бы давно посадил их за стол переговоров, но из-за конфликта с Илоном Маском я не могу туда к ним полететь. Поэтому все это пока в моих далеко идущих далеко летящих планах. А на данный момент я хочу закончить войну между Россией и Украиной. Сегодня у меня была прекрасная беседа с президентом Зеленским. И после длительного разговора я понял, что все это время я слушал не того Владимира.
Пока один Владимир постоянно ездил ко мне в Вашингтон, в это время другой Владимир продолжал ездить мне по ушам. Я очень разочарован другим Владимиром, я им крайне недоволен. Скажу прямо, если он привык срать в свой чемодан, это еще не значит, что он может так просто ссать мне в уши, даже если я их развесил. Поэтому, как говорят в Одессе, шлите вы нахер этого поца и давайте уже возвращать границы Украины в ее первоначальном виде. Дайте отпор России. Покажите этому бумажному тигру, что его место в туалетном рулоне. Для этого Украине нужно много оружия, и Европа прекрасно знает, где его всегда можно купить по высокой цене. Ночью дешевле, поэтому ночью мы не работаем. Это все, что я хотел сказать. И пускай я уже завтра забуду то, о чем говорил сегодня, а послезавтра вообще буду говорить совершенно противоположное. Моя позиция, как и прежде, остается неизменной. Вы можете любыми доступными способами надрать задницу этому бумажному тигру, но при условии, что все это будет происходить без участия Америки. Thank you very much.